Всем привет, кто заходит. Привет, привет. Надеюсь, подключилась. Сегодня у нас подсказки. Сейчас буду пока вытаскивать карты. Давайте зажгем свечку. Что за мне все время свечки тут? Так, давайте зажгем. Такой дым от свечи. Ой, от свечи, от спички. Дым от спички. Загорелась как сильно. Подсказки у нас сегодня. Кому нужны подсказки? Ой-ой-ой, что это сзади так сильно моргает? Анна Баирова, здравствуйте. Подсказки сейчас. Сейчас я достану. Я, как всегда, уснула. Перед эфиром всегда, не знаю, я так устаю, что-то меня в сон клонит. Сейчас и послание из будущего. Угу. Смотрим подсказки для Анны Баировой. Подсказки. Подсказка для Анны. Подсказка. Не отказывайтесь от новых знакомств. Такая вам первая подсказочка. Не отказывайтесь от новых знакомств. Так. Для Анны подсказка. Следите за своими словами, они могут обернуться против вас. Смотрите за тем, что вы говорите. Не говорите какую-то информацию о себе. Кто-то может воспользоваться ею. Так что в ближайшую недельку будьте аккуратны. Смотрите за тем, что вы говорите. Мария, добрый вечер. Так, смотрим. Анна Баирова. Следуйте своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно. Видите? Следуйте своей дорогой. Что вы хотите? Куда вы хотите? Двигайтесь к своей цели. Никто вас не может сдвинуть с пути, если вы этого сами не сделаете. Так, для Анны подсказка. Ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Вы чертовски восхитительны. Классный комплимент. Вам такой вот. Так, сейчас еще для Анны послание из будущего. Послание из будущего. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Такое вот вам послание. Просто этот не тот человек, видимо. Ну, нужно, значит. Благодарю вас тоже, Анна, благодарю. Мария, добрый вечер. Да, Оксана, добрый вечер. Да, здравствуйте. Сейчас всем дадим подсказки. Мария, теперь ваша очередь. Мария, подсказка. Доведите до конца начатые дела. Какие-то дела нужно доделать. Подумайте, что там у вас недоделанное. Так, для Марии подсказка. Неожиданные знакомства перенесут массу пользы. Не упускайте шанс. Какие-то неожиданные знакомства вас ждут. Какие-то полезные, неожиданные знакомства. Что-то хорошее будет. Для Марии подсказка. Храните спокойствие даже тогда, когда внутри бушует шторм. Такая вам подсказка. Спокойствие, полное спокойствие. Так. Для Марии подсказка. Не ной. Нет смысла сидеть и ныть. Это ничего не изменит. У тебя хватит сил, чтобы изменить этот мир. Так сделай это. Видите, вам что говорят? У вас на все сил хватит. Не переживайте. Действуйте.
Для Марии послание из будущего. Ой, твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся, больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Видите? Ваш успех, ключ к успеху в знаниях. Так что учитесь, если вы чего-то не умеете, не знаете. Это расширит ваши горизонты, даст вам больше возможностей. Так вам говорят из будущего. Гульшат, здравствуйте, да, можно подсказки. Сейчас у нас Оксана Ксения, которая... Благодарю, Мария, вас тоже благодарю очень. Оксана. Для Оксаны подсказка. Устройте себе отдых. Такая подсказка. Так, для Оксаны подсказочка. Все шансы на успех. Не упустите возможность. Смотрите, что тут у вас такое происходит. А? Что такое? Какой-то успех. Какие-то шансы. Отдохните и вперед. Сегодня можно отдохнуть, да, но сегодня уже как бы рваться в бой. Поздно. Так. Сейчас. Для Оксаны подсказка. Не спешите. Все сбудется в лучшее для вас время. Все сбудется. Самое главное, это все сбудется. В лучшее для вас время. Хотелось бы побыстрее сюда. Оксана, подсказка. Позаботься о себе. Ты у себя одна. Позаботься о своем здоровье и сделай себе что-нибудь приятное. Сделай себе что-нибудь приятное. Позаботься о своем здоровье. Что-нибудь приятное. Какие-нибудь фрукты, кофе. Не знаю, спортом заняться, зарядку делать. Антонина, добрый вечер. Можно подсказки? Сейчас у нас для Оксаны послание из будущего. Так, для Оксаны. Послание из будущего. Ой, если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Смотрите, такое же послание из будущего. Прям уже было сегодня. Если тебя не слушают, не нужно говорить громче. Спасибо, Оксана. Смотрим дальше. Для Гульшат. Подсказки на всех колодах для Гульшат. Для Гульшат подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Такая вам подсказочка. Легко сказать, да? Забудьте о страхах. Но вам надо это сделать. Для Гульшат смотрим. Пора выйти из тени и начать активно действовать. Начинайте действовать. Выйти из тени. Для Гульшат подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Такая подсказочка. Но если вы не можете, то что же делать? Ну что ж, случилось и случилось. Оксана, Ксения, благодарю. Для Гульшат. Подсказка. Для Гульшат. Подсказка. Ой, полный детокс. Выпей смузи, выброси все ненужное, перестань общаться с этим идиотом. Видите, вам надо заняться тем, что вы кушаете, выбросить все ненужное, что занимает там место, может быть, освободить пространство для нового, перестать общаться с каким-то человеком, который, может быть, не знаю, уже не нужно, может быть, с ним общаться, который... Для Гульшат. Этот человек не враг тебе, дай ему возможность доказать это. Кто-то рядом с вами есть, который вам не враг. Может быть, вы ему не очень доверяете, но дайте ему возможность. Пусть докажет, что он не враг. Пусть покажет своими поступками, что он к вам хорошо относится. Так, спасибо, Гульшат. Теперь дальше смотрим. Антонина. Антонина просит подсказку, значит, одну. Так, для Антонины подсказка.
Проявляйте активность. Проявляйте активность. Не знаю в чем, но надо проявлять активность. Гульшат, благодарю вас, тоже благодарю. Антонина, можно на всех, можно. Можно. Сейчас дальше будем смотреть. Сейчас тогда для Антонины посмотрим дальше. Потом для Анет. Для Антонины подсказка. Сначала закончите старое, а только потом принимайтесь за новое. Такая вам подсказочка. Дальше. Для Антонины подсказка. Относитесь ко всему проще, еще чуточку проще. Такая, как раз сейчас, кстати, сирень цветет. На картинке сирень. Для Антонины подсказка. Извинись, серьезно, просто сделай это. Это я не знаю к чему, это вам виднее. Что там перед кем нужно извиниться, не знаю. Может, что-то обещали, не сделали, или что-то, не знаю. Что-то забыли. Для Антонины послание из будущего. Перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя, детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Что не хватает, чтобы стать идеалом? Мне не хватает поближе поставить компьютер. Благодарю, Антонина. Карина, можно, да, подсказку. Сейчас мы смотрим для Анет. Для Анет. Подсказка для Анет. Откажитесь от всего ненужного. Откажитесь от всего ненужного, Анет. Ну, сейчас весна, многие делают генеральную уборку, то что-то выкидывают, куда-то что-то отвозят, раздают, продают, может быть, может с этим что-то связано. Так, прям то, что нужно сейчас, благодарю, Антонина написала. Ну, всего вам хорошего, пусть у вас все получится. Поэтому смотрим подсказки. Вот. Для Анет смотрим. Для Анет подсказка. Подсказка. Добро всегда возвращается. Делитесь добрыми делами с другими. Добро всегда возвращается. В общем, если вы хотите, чтобы к вам пришло добро, а еще если много, то делайте добрые дела, и к вам потом столько добра будет возвращаться. Только успевайте хватать, получать. Для Анны подсказка. Не прогибайтесь под обстоятельства, все можно изменить. Видите? Все можно изменить. Не прогибайтесь под обстоятельства. То есть будьте настойчивы, стойте на своем. Двигайтесь туда, куда вы хотите. Обстоятельства могут измениться. Для Анет. Скоро произойдет что-то хорошее. Только не дай своим тараканам в голове все испортить. Поэтому смотрите внимательно. Что-то хорошее скоро произойдет. Поверьте, что это произойдет. Дайте этому произойти. Послание из будущего для Анет. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Все можно изменить. Сделайте первый шаг. И все вокруг начнет меняться. Это вот действительно так, кстати. Оно начинает меняться даже когда вы уже приняли решение что-то изменить, что-то поменять. А когда вы действительно это уже сделали, действие какое-то, то начинает все меняться. Это так и есть. Главное, не останавливайтесь. И вам спасибо, Анет. Так, дальше у нас К4, Катерина. Катерина, подсказка. Подсказка для Катерины. Смотрим.
Устройте себе отдых. Девчонки устали. Карта уже второму человеку, по-моему, советует, да? Устройте себе отдых. Ссылку на донат. Сейчас ссылку на донат отправлю. Подсказки на всех колодах, Ирина, можно? Сейчас я смотрю, на ком я остановилась. Катерине дала подсказку, теперь у нас Рита. Рита, подсказка для Юлии. Подсказка для Юлии. Спасибочки. Подсказка для Юлии. Подсказка для Юлии. Забудьте о страхах и сомнениях. Такая вам подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Все получится. Будьте увереннее в себе. Вот. Я тут закреплю, чтобы не болтался. Подсказка на месяц для Ирины. Для Ирины. Подсказка на месяц для Ирины. Подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. У вас все получится. Вам дадут энергию на все, что вы запланировали. Вы справитесь. Так, для Юсуфа. Добрый вечер, Юсуф. Пожалуйста, подсказку, да? Совет карт. Совет послание. Так, подсказка. Так, для Юсуфа. Для Юсуфа смотрим. Ищите помощь на стороне, Юсуф. У вас такая подсказка. Ищите помощь на стороне. Кто-то вам может помочь. Просто нужно сказать об этом, что вам нужно попросить помощи или куда-то пойти или что-то сделать, чтобы вам помогли, вам помогут. Подсказка на всех колодах для Ирины. Для Ирины. Подсказка. Откажитесь от всего ненужного. Это, кстати, уже была сегодня такая подсказка. Откажитесь от всего ненужного. Да. Для Ирины подсказка. Пришло время заняться здоровьем. Не упустите момент, когда можно легко все поправить. Так что займитесь здоровьем. Это мне? Да, Ирина, это вам. Это вам. Это вам. Для Ирины подсказка. Не прогибайтесь под обстоятельства. Все можно изменить. Обстоятельства могут измениться через какое-то время. Вот это тоже важно. Для Ирины смотрим. Все получится. Все идет так, как надо. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. Такая подсказка. Теперь послание из будущего. Для Ирины послание из будущего. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Талисманчик вам нужен какой-то, чего-то хотите достичь, вот он вам придаст силы, или может принесет удачу, или прогонит каких-то людей, чтобы, вот, в общем, смотрите. Смотрите. Так, давайте посмотрим послание из будущего, будет общий расклад. Сейчас напишу 10 посланий. Замечательное послание из будущего, да? Так, сейчас будет общий раскладик у нас. 10 посланий из будущего. Благодарю. Прекрасной недели. Вас тоже благодарю. Вам тоже прекрасной недели. Все, Ирина, все получится. Так, смотрим 10 посланий из будущего. Кто у нас в эфире, можете в записи смотреть, всегда они есть. 10 посланий из будущего. Загадывайте цифру от единички до десяточки. Можете две разные цифры загадать, как хотите. Послание из будущего. Смотрим. Видите, кто единичку загадал? Цифра 1. Перестань искать себя, создай.
Расслабься и представь идеальный образ себя, детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас. Так что купите себе какие-нибудь вкусные духи. Сделайте себе, не знаю, цвет волос, о котором вы мечтали. Двоечки. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится. Двоечки. Не откладывайте. Давайте прямо сейчас начинайте план составлять и действуйте. Троечки. Тройки. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы сделать то, что нравится. Не бойся быть собой. Хорошее послание. Четверки. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся, больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Четверочки. Так, теперь пятерки. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Нужно прислушаться к какому-то человеку, который что-то правильно вам говорит, такой вот совет хороший дает. Шестерки. Этот человек тебе не враг. Дай ему возможность доказать это. Так, семерки. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. Восьмерки. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. Девятки. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Какое-то хобби, подумайте. Десятки. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Что вы забыли? Вспоминайте. У нас чешется. Теперь у нас общий расклад. Посмотрим, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Сейчас я напишу, что делать и что не делать. Я не вижу, так мелко. Я отправила донат, Анет, сейчас посмотрю. Чтобы неделя была хорошая. Так, написала, сейчас донат посмотрим. Что она вас думает сегодня? Что же она вас думает сегодня? Видела? Анет, донат увидела. Что она вас думает? Анет, да. Что? Вот он сам вышел. Он такой чувствительный, он такой, знаете, ранимый сейчас, в тот момент, когда о вас думает. Ну вот так и получается, что, видите, его переполняет чувство. Он кубковый и вы кубковая, прям сразу вышли, что он в таких энергиях, его переполняет любовь к вам. Он постоянно о вас думает. Он вот весь, вы в одинаковой энергии. Он вас чувствует. Он хочет быть рядом, постоянно думает о вас. И его очень легко задеть сейчас. Он сейчас очень ранимый и чувствительный. То, что касается вас, он просто порвет любого, чтобы никто ничего не сказал. Но вот он думает о вас, то, что вы нежная такая. И он так хочет уже к вам, и вы в этих энергиях сейчас, вот прям вообще одинаковые. Хочет заботиться о вас. Хочет окружить вниманием. Хочет говорить нежные, ласковые слова. Вот такой вот. Он сейчас в таких чувствах весь, полный, как нерв, не знаю, как эмоция. Он весь, эмоция любви к вам. Вот так вот сейчас он. Романтичит он слишком, да, прекрасно. Да, он весь вот в этом. Он не может уже дождаться, чтобы вот отдать вам это, передать вот то, что он чувствует к вам.
Хочет вместе наслаждаться, общаться. Нежности всякие, заботиться о вас. Просто нереально уже его переполняет вот эти чувства. Он уже очень просто хочет подарить вам свою любовь. Вот так вот. Ну так и есть. Что он хочет? Смотрите, у него... он хочет уже, чтобы закончилось вот это вот ожидание поездки, расстояние между вами, потому что он чувствует, что вы одна, а вас одну оставлять нельзя. Потому что вы такая женщина, которую нельзя оставлять одну. О вас нужно заботиться, нужно находиться рядом. А он на расстоянии, он это очень переживает и думает, и хочет, он хочет, чтобы это закончилось, он хочет уже закончить эту ситуацию, когда он далеко. Вот. Это причиняет ему, смотрите, опустошение у него внутри. То, что он далеко от вас, у него пустота внутри. Ему не хватает вот этого вашего присутствия, вашего тепла. Вас не хватает просто. У него пустота из-за этого. Он хочет стабильное будущее. У него очень много мыслей, что вот он еще думает, да? Очень много мыслей о будущем. Вот он много думает о будущем. Уже планы есть определенные с вами, где вы в его будущем присутствуете. И он рассматривает все варианты, чтобы вас никто не обманул, чтобы все было правильно и в документах, и вот в обстоятельствах, в общениях с людьми, везде. Все, что касается вот семейной жизни. Вы в его мечтах, в семейной жизни, чтобы быть вместе. И он обдумывает, видите, он много думает о вас, о будущем, о том, как вы будете жить вместе. И он просчитывает в голове все преграды, которые могут возникнуть. И он уже считает, как их обойти, как эти преграды предотвратить заранее. Вот. О вашем семейном будущем думает, вы в его голове, вы в его будущем. В его будущем нет у него такого будущего, где вас нет рядом. Такого нет. Он хочет написать о многом. Он хочет написать, много вам сказать, что он вас никому не хочет отдавать, что он хочет быть вместе, что он хочет сохранить вот эти вот отношения. Все чувства свои хочет вам рассказать, много чего хочет сказать. Ну вот, смотрите, о чем еще он хочет сказать, смотрите, о том, что он бы хотел быть с вами всегда рядом, всегда вместе, чтобы вы всегда могли поехать куда-то отдохнуть, чтобы у вас был большой дом, дети, чтобы вы всегда были счастливы, чтобы дом полная чаша, чтобы вот он хочет исполнить какое-то ваше желание такое, чтобы вы просто нереально были счастливы на 10, на 10 из 10. Вот, хочет окружить вас заботой и любовью. Здесь просто, вообще просто. И думает обо всем, что может быть, как это предотвратить, чтобы... Ну вот он вышел, да, все, говорит, ты уже, говорит, все сказала. Он мне говорит, как бы он вышел такой грозный. С вами-то он мягкий, конечно, кубковый, любвеобильный, вас он любит, а мне говорит, типа, хватит уже, говорит, все уже сказала, все. Умный, много думает, очень много мыслей. Говорит, хватит уже это... Уже мне он говорит, что хватит. Летом получится куда-нибудь полететь. Ох, получится ли куда-нибудь полететь? Получится где-то отдохнуть, куда-то пойти. Ну, возможно, не полететь, возможно, вы где-то будете отдыхать. Там, где вы уже отдыхали. Там, где вы знаете уже какие-то места, где-то вы уже были. Полететь не знаю, получится или нет, потому что тут выходит отшельник. Не получается, что куда-то полететь. Но, возможно, получится отдохнуть где-то в том месте, где вы уже отдыхали. Где-то вы уже были. Какие-то кафешки ходили, что-то такое. Где-то с друзьями, может, или с ним встречались. И какое-то радостное событие вас летом может ждать. Поэтому будьте аккуратнее, может быть, вы можете забеременеть, кстати, видите? Поэтому он скажет, так, все, свадьба, возражения не принимаются. Вот.
Так что здесь может быть так. Какое-то радостное событие. Может быть, это и есть радостное событие, что просто он предложит быть вместе. Но солнце, по солнцу тут может быть и беременность, может быть и ребенок. Так что тут счастье, радость и как бы, ну, все, идем в ЗАГС. Ну, как будто отдыхать может получиться. Но полететь почему-то нет. Где-то отдохнуть, да, где-то, где вы уже были. Может быть, знаете, здесь как будто такое мероприятие может намечаться, какой-то праздник или мероприятие у друзей, у знакомых, у родственников, вот так вот как-то собраться. С семьей как-то, не знаю, вот так вот погулять, встретиться, пообщаться, праздник какой-то, вот, отметить какое-то событие. Но почему-то не полететь. Полететь почему-то показывает почему-то не показывает, что полет. Здесь так. Не получится визу оформить. Ну, может быть, это может быть связано с визой, да? Ну, может, кстати, карта вышла, что может что-то не получиться, да? Но здесь я почему-то подумала, что может ситуация измениться. Но может и не получиться. Здесь что-то вы будете хотеть и будете расстроены, что что-то не выходит, что-то почему я делаю вроде и попозже может получиться. Видите, в тот срок может не получиться, а попозже. Да, попозже какое-то радостное известие. Тут как будто что-то еще новенькое вы можете узнать и может измениться. Обстоятельства могут поменяться, новость какая-то, и из-за этого могут измениться дела. То есть хотели туда, но вдруг там какое-то событие, нас приглашают туда, и мы идем туда, как-то вот так вот, может быть. Ну, может с визой не получиться, но или что-то семейное, близкое. Вот. Но не получится одно, так получится другое, ничего страшного. Но то, что вы хотите в мыслях, что-то может не получиться. А что именно, я не понимаю. Может быть и то, что вы написали, потому что карта такая выходила. Как будто что-то у вас не получается. Что вам нужно сделать, чтобы получилось? Ничего, говорит, не делать, ничего. Мечтайте, говорит, желайте, но ничего. Это как будто не от вас зависит, или в свое время это придет, в свое время придет. Там как будто будут какие-то известия, вам придется выбирать, как будто или это. И вы выберете там вот это, например. Ну, что-то такое вот. Ну, что-то хорошее будет. Выбор может быть просто. Вот. Так, подсказку глянем. Подсказка на ваш вопрос. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Какие-то знаки будут. Готовьтесь, знаки. Обращайте внимание на все. Вас тоже благодарю, Анет. Так. Теперь смотрим, что делать и не делать, чтобы неделя была хорошая. Ой, там опять моргало так. Как бы перестать, чтобы не моргало. Нет, они тухнут. Ну ладно. Так, давайте посмотрим, что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 варианта. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Первый вариант у нас. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Ну, здесь какая-то поездка. Тут несколько вариантов. Или вам нужно куда-то поехать, куда вы уже давно хотели. Ну, съездите туда. Или вам предложат какую-то поездку, куда-то поехать. Тут тоже рассмотрите этот вариант. Какая-то поездка вам показана здесь, видите? Куда-то вы поедете, куда-то вы хотели, возможно, боялись, но нужно, съездите туда. Если что-то вам предложат куда-то ехать, то вам разрешают как-то, говорят, езжай. Что-то это важная поездка, нужная. Вот, если нужно будет действовать, то действуйте. Что все получилось, езжайте.
И здесь еще вариант второй же был, да. Второй вариант — это если вы хотели пойти учиться, то идите учиться. Знания получать, если хотели какие-то, то прям вот, да. Здесь получать знания тоже вам советуют, что нужно делать, что не нужно делать. Что не нужно делать? Не нужно флиртовать со многими. Не нужно пока что заниматься карьерой, просить повышения в должности, в работе. Пока что по карьере, вот по вот этим, по всяким делам не нужно. Не нужно сейчас слишком строить планы на будущее, далеко идущие. Нужно действовать сейчас. Тут нужно как бы не наперед действовать, а именно сейчас. Потом смотрите, с кем вы коммуницируете. Свое окружение посмотрите. Не нужно со всеми слишком доверять. Вот. И здесь какая-то поездка, которая вам, как будто даст шанс, откроет какие-то возможности, какие-то изменения произойдут в вашей жизни. Куда-то поехать, если надо, съездите. Может, на что-то взгляните по-другому. Поменяйте свое мнение на что-то. Вот. И учиться, если то да. Идите, если задумывались, двоечки, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что не нужно делать, чтобы неделя была хорошая, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Нужно довериться своей интуиции, нужно заниматься какими-то своими делами женскими, которые вам нравятся, хобби, рисование, все, что вам нравится. Уделяйте внимание себе, обращайте внимание на свои эмоции. То, что вы чувствуете, ваши чувства очень важны вот в эту неделю, в это время. Это очень важно. Прислушивайтесь к своей интуиции, и, скорее всего, она вас не обманет на этой неделе уж точно. Поэтому вот, прислушивайтесь. Да, она вообще никогда интуиция не обманывает. Вот. Можете выпить какие-то напитки, вот тоже тут. Что вам не делать? Не нужно делать таких действий, когда вы одерживаете легкую победу. Вам нужно строить планы наперед, на дальше. Не то, что я сейчас например, я вот это сделаю, да, то у меня получилось и все. А что будет дальше, а как дальше? Это как, знаете, это как пример такой на собеседовании, да. Вы идете, да, там надо заполнить тест, а там все такие умные, все знают, там какие-то, может быть, там юристом или что-то такое, там серьезное что-то. А вы не знаете, вы даже, может, и не учились, и образование не получали, просто пришли на эту работу. Вот. И каким-то таким способом вам получилось заполнить этот тест, чтобы пройти. Вам нужно обязательно, чтобы была работа, деньги, вам зарплата нужна. И вы думаете, сейчас я там или спешу, или узнаю, или мне поможет другой юрист, я заполню, что главное, чтобы меня взяли. Это первая ваша победа, А дальше как вы будете в работе? А дальше что будет? А если там же какое-то дело или что-то вам дадут, вы не справитесь, то это будет полный провал. То есть о последствиях здесь нужно думать, поэтому такие маленькие победы не нужно. Не нужно активничать. Доверьте себе, доверяйте. И если что-то не ваше, то это не ваше. Чувствуйте эту ситуацию, то, что вам нужно. И обращайте внимание на себя в основном. Тут как будто не на внешний мир, а на свой внутренний. Троечки. Третья позиция. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? И что не нужно делать, чтобы неделя была... что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь нужно быть холодной такой, пожестче, то есть отстаивать свои интересы. Если вам кто-то лапшу на уши вешает, вы так скажете, у меня есть свои принципы, я знаю, чего хочу, и не надо мне тут навязывать ничего своего, да. То есть здесь вам нужно довериться своему разуму, не чувствам, не интуиции, как в предыдущей позиции, да, а разуму, логически все продумать. То если это случится, если кто-то что-то там говорит, например, давай это сделаем, да, но договора нету, то на словах ничего нету. То есть здесь нужно проверять все документы, быть очень ответственной или ответственным. Вот. Тут главное разум. Какой-то мыслительные процессы будут у вас такие. Подумайте, голова, прежде чем что-то сделать, да. Здесь что не нужно делать? Не нужно сейчас, чтобы вас поглотило это знаете, удовольствие, трата денег. То есть я и это хочу, и это хочу. И деньги туда ушли, сюда ушли. Да, мне классно, но деньги-то где? Вы чего это? То есть посмотрите внимательно, не тратьте много денег.
ведите расходы, на что вы тратите. Видите, вот тут должен быть полный контроль, полный контроль. Не надо расфуфыривать то, что есть. Вот, будьте аккуратнее. И что еще не нужно делать? Не нужно быть одной. Нужно общаться, нужно быть в окружении там людей, но только аккуратно. Вот. Ваше мнение – это ваше мнение, их мнение – это их мнение. И не обязательно эти мнения должны совпадать. Вот, это нормально. Добрый вечер, Ирина. Да, сейчас посмотрим, подсказка на всех. Для Ирины подсказка. Для Ирины подсказка. Настройтесь на удачу. Настройтесь на удачу. Замечательно. Я готова, да, Ирина? Так вот. Я готова. Удачи. Давай, давай. Быстрее иди ко мне, да? Так что к вам удача идет. Настройтесь на удачу. Для Ирины подсказка. Ой, нет, не сегодня. А маленькая колода не хочет вам говорить. Говорит, там и так все слишком круто. Что тут добавить нечего, как бы. Так и есть. Здравствуйте, Олеся. Можно задать вопрос. Какой вопрос? Смотря какой вопрос. Все вопросы у нас за донаты платные. Или это личный вопрос? Для Ирины. Подсказка для Ирины. Смотрим. Следуйте своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно. Видите? Следуйте своей дорогой. Кто что говорит? Какая разница вообще? У вас своя жизнь, у них своя. Отвернулись, забыли и вообще. Почему такая сегодня красивая? И я бы так сказала. Ну, спасибо, если вы так считаете. Спасибо. Как бы это в глазах смотрящего это все, понимаете? Вы так видите, кто-то по-другому видит. Поэтому спасибо. Я не знаю. Сегодня такой стрессовый день был, кстати. Так, для Ирины. Обнимашки. Тебе нужны обнимашки. Обнимайся. О, я люблю это. И я так люблю. Так, Ирина, у вас есть с кем обняться? С кем обняться у вас есть? Идите сюда. Ой, я люблю это дело. Обнимашки, целовашки, это вообще супер. Олеся, если вам нужны подсказки, вы также можете написать, как предыдущие там девчонки писали, подсказка или подсказки. Подсказка это на одной колоде будет, подсказки на всех. Если вам нужно, напишите. Подсказки у нас бесплатные. Для Ирины. Для Ирины. Для Ирины. Послание с будущего. Для Ирины. О, ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Смотрите, какое классное послание. Все будет замечательно. Супер. Золотая рыбка прям к вам приплыла. Так, ну мы посмотрели общие раскладики. Кто не знает, да, там еще посмотрит общие расклады, промотает, посмотрит. 2 общих раскладика было у нас. Благодарю, Ирина, вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики, по субботам эфиры. Донат. Пишите, пишите, если донат. У меня почему-то вообще перестала эта штука говорить о том, что пришел донат. Донат пришел, а вопроса нету. Хорошего вечера, Ирина. Вам тоже хороший вечер. Пишите вопрос. Донатик получен. Можете задать вопрос. Почему же не приходит оповещение-то? Сейчас мы сделаем, попробуем. Ну-ка. Вот только звук. Ладно, не будем сейчас. Так, что Георгий чувствует к Олесе? Что будет в будущем? Ого, хочет свадьбу, хочет свадьбу. Так он вам нравится? Он вам нравится?
Если он вам нравится-то. Чё ж, если мне нравится, то нравится, например, я точно знаю. А если не нравится, то как бы, ну, не нравится. Сейчас посмотрим, что Георгий чувствует к Олесе. Что Георгий чувствует к Олесе. У него к вам зависимость прямо. Он знаете, какая зависимость? Зависимость от вас в чем выражается? В том, что вы должны ему что-то сказать, какую-то информацию, и он ждет. Он готов ждать, кстати, еще полгода точно готов ждать вашего ответа. То есть, может быть, он вот насчет свадьбы, насчет вашего вот ответа, быть с ним или не быть, да, то есть вот насчет продолжения серьезности отношений, что-то такое. То есть здесь он зависим от вашего ответа. Он не может ничего другого делать. Он ждет, что вы ему скажете. Ваш ответ ему очень важен. Чувства, скажите мне, чувства, по чувствам. Не говорят по чувствам, говорят, что вы как бы такая свободная, что можете уйти. Свободная, завидная, красивая, такая вот завидная невеста, я имею в виду, такая, на которую все смотрят. Вы знаете, чего вы хотите. Вы такая свободная, что как будто вот он чувствует, что вам-то не нужен сильно-то мужчина. Вы знаете, как вам хорошо. Он готов ждать, да, но он думает еще, что чувства со временем могут охладеть и придется разойтись. Но на самом деле... скрыто не показывают мне, не показывают на самом деле. На самом деле пока неизвестно, потому что у него очень много страсти к вам. Сейчас на данный момент любовь и любовь. Кстати, вот любовь тоже у него к вам. И любовь такая, знаете, вот он другом может остаться. Сказал, что мы друзья. У него в чувствах, у него вот вышла страсть. И в чувствах я спросила, что в чувствах любовь у него к вам есть. И он вам доверяет не только как вот как любовник, да, как вот когда любят друг друга, а еще как друг. Он вам может много чего рассказать, он вам доверяет. То есть как вот друзья могут друг с другом поговорить. И вот такое вот у вас есть. Здесь и любовь, и дружба. Здесь вот так вот вперемешку. И любовные, дружеские отношения, нежность к вам, забота, внимание, такое вот. Нежное чувство любви к вам, очень нежное. Вперемешку со страстью. Да, тут есть любовь. Мне показывает тут все просто. Что между вами в будущем, но вы можете резко пойти вперед вместе. Вы можете резко решить, что да, мы будем вместе. Такое будущее у вас очень даже возможно, и вы можете пойти вперед вдвоем. Какая-то общая цель у вас может быть. Общее дело, общая цель. Это может быть как и семья, так и переезд. Может быть, вы вместе захотите куда-то переехать. И как-то начнутся вот эти вот ваши изменения быстро, резко. Да, как-то резко вы можете будущее начать вместе. И вы, скорее всего, согласитесь быть с ним вместе. Потому что очень резко вот эти вот резкие изменения могут начаться, да, вот эти вот, которые резкие, что вы вместе строите ваше будущее. И вот будущее, вот оно, ваше будущее. Счастливое такое вот, когда вы вместе, когда у вас любовь, морковь, когда и дом, и дети, и можете себе позволить отдохнуть. Что делать? Отдаваться или не отдаваться? Что такое? Ну вот он вам предлагает шанс, да, мужчина вышел, я тебе предлагаю шанс, давай. Он расстраивается, что вам это не нужно, что это за безобразие? А он, знаете, он как будто вам по судьбе, видите, он вам, то, что вы встретились, так должно было быть, он поэтому не может от вас отказаться. Потому что вы его родная душа как будто, и он вас очень хорошо чувствует. Как будто он знал вас давно, а не сейчас. Как будто, вы знаете, вы еще с прошлой жизни могли общаться. И вот вы встретились, и он такой, блин, ну так с ней хорошо, как будто знал давно уже ее. Вот так вот. Вот, так что тут как бы вот он готов ждать, но он очень боится, что чувства могут уйти, вы можете охладеть или там
Поэтому он очень расстроен, что от его предложения вы отказываетесь. Прямо вот. Вы, конечно, боитесь, вы от него отдаляетесь и боитесь. Видите, это вас показывают. То, что будет ли свадьба, вы пока что, видите, ушли, отвернулись от него и не хотите принимать решение. Так, если вы будете с Георгием, что будет, если вы будете с Георгием? Ну, вы тут, если вы будете с Георгием, тут так и показывает, что вы будете стоять перед выбором, вы все-таки примете решение быть вместе с ним, и у вас будет свадьба, официальный брак. Будете ли вы счастливы? Вы все равно, даже когда будете замужем, смотрите, вы будете закрывать свое сердце, потому что почему-то вы думаете, что он вам может что-то причинить такое, что, может, вы с другими мужчинами общались, кто-то вас обманывал, причинял боль, и вы все равно защищаете свое сердечко, боитесь, что он тоже может так сделать. Вы все-таки ему не доверяете полностью, видите? Не доверяете. Ну, короче, так. Стоит ли ему доверять? Вышло, что ему доверять стоит, отношения можно построить стабильные, серьезные. А потом вышел у меня еще один король. Сейчас посмотрим, это он? Это тот же мужчина? Или вы его не знаете? Что это за король вообще непонятный? Это ваш мужчина, с которым это как бы тоже тут любовь. Так, теперь надо выяснить, это новый или этот же. Да, это он же. Я такая думаю, это он же, просто засомневалась. Да, с ним можно, смотрите, с ним можно построить отношения, не бойтесь. С ним можно построить серьезные, стабильные отношения, где он будет отвечать за бюджет, за стабильность, за вот эту мужскую часть, да. Это как раз таки он, потому что вы насчет него сомневаетесь, вы не знаете, как поступить, но видите, вы как бы у вас будущее вместе, любовь вместе. И это он, карта еще раз подтвердила, это он. Я просто посмотрела, может это другой? Нет. Так, а возможно ли, что у вас может быть другой? Вообще-то, знаете, насчет другого мужчины, если вы от одного откажетесь, то может прийти другой мужчина, но он будет, знаете, такой для флирта он будет вас очень сильно ревновать, флирт, ревность, и он будет младше, знаете, он будет до вас не дотягивать. Вам нужен мужчина состоявшийся, серьезный, который ответственность будет брать, а это какой-то мальчишка, который вообще безответственный какой-то вас ждет впереди. Это такой серьезнее, который сейчас у вас. Так, сейчас посмотрим. Ну, если вы расстаетесь с этим мужчиной, здесь будут такие вот несерьезные мальчишки, да, но вообще в перспективе дальше, если, только я не знаю, какой срок пока что, но после вот этих вот молодых мальчишек, которые незрелые, да, вы видите, вот тут вот вы через какое-то время вы обретаете силу самостоятельно, и вам нужно быть. Будете добиваться каких-то своих результатов в работе, там, работать над собой. Короче, много всего трудностей будет, которые вы пройдете, да. И тут вот тоже вот вас ждет мужчина, который тоже может быть вашим мужем. Видите, вы прям вышли, вот, смотрите. Если вы в будущем можете, но это через какой-то промежуток времени. Здесь тоже, ну, знаете, как я скажу? Так. Если вы отказываетесь от одного, всегда дают другого. Просто потом вам будут давать таких, чтобы как бы проверять, согласитесь вы на них или нет. Если нет, то вам дадут этого. Ну, здесь вы влюбитесь. Ой, слушайте, здесь вы влюбитесь уже. Здесь у вас не будет сомнений, он, не он, соглашаться или нет. Здесь вы влюбитесь просто по уши влюбитесь и все. Да, по уши влюбитесь и все, и будете строить жизнь как бы вот дальше, примите решение. Здесь честные будут отношения тоже, здесь будете
Честные, зрелые отношения. Что уходит? А это что есть тут? Чего нету? Будете ли вы там счастливы в этих отношениях? Но здесь какое-то, знаете, вы как будто будете противостоять этому мужчине. Да, вы влюбитесь, но он может быть, знаете, такой... Он может быть, как сказать-то, он, ну, вот когда мужчина видит, что вы влюбляетесь, они начинают сразу хвост свой, как павлин, такой, да, я такой, да. И они начинают, ну, то есть, если за вами долго ухаживает мужчина, да, вы более ценны для него. А здесь как будто вы влюбитесь, и он увидит это, и он будет вами манипулировать. Вот что может быть здесь. И он может вам причинить боль. То есть как будто вы ожидаете одного, а он будет несерьезно как-то относиться и к вашим чувствам вот здесь. Вот может быть так. Потому что здесь выпадает такая карта, что вот вы с ним, как будто у вас может быть пустота с ним, потом вот тут борьба какая-то может быть, видите, он может вам разбить сердце, какую-то боль причинить. Поэтому тут нужно быть аккуратной, да. Здесь вам помощь даже нужна будет, потому что вам будет очень тяжело. Ну, короче, здесь, я так понимаю, по дьяволу будет вас. То есть вот тебе любовь, давай, пожалуйста, но он будет манипулировать этим. Какое-то такое. Так что возможно, конечно, возможно всегда нового партнера, и возможность такая есть. Ну вот. Это понятно. Вот не одно, так другое, да, нет бы все было. И страсть, и любовь, и деньги, и красивый, и свободный, чтобы влюбился по уши. Он притом. Вот смотрите, у вас такая ситуация, когда он влюблен в вас по уши. Многие девчонки так хотят. Потому что когда они влюбляются, он начинает пользоваться. И как бы поматросил и бросил. Это нехорошо. Но вот в вашем варианте второй это вас не бросит. У вас будет свадьба. Но вот то, что отношение такое, видите, мужчины портятся, когда говоришь им, что ты их любишь, блин, вот. Надо как-то, чтобы они добивались. Так что смотрите, аккуратно. Давайте посмотрим подсказку на ваш вопрос. Подсказка на ваш вопрос. Ищите помощь на стороне. Ищите помощь на стороне. Ну вот вы уже пришли, поискали. Вот, ищите помощь на стороне. Может, что-то узнать вам надо, чтобы быть спокойнее. Узнайте, поговорите с его друзьями, там, не знаю, с его стороны. Узнайте о нем что-то еще такое. Его планы, что он о вас говорит, что он планирует, что-то такое может быть. Так что у всех все по-разному. Кто-то говорит, вообще, если мужчина к вам классно относится, то женщина может влюбиться. Чтобы женщине влюбиться, много не надо же. Ну хотя, надо, чтобы был красивый, конечно. Чтобы хотелось, чтобы он был рядом. Отправила донат Оксана. Так, Олеся, вам посмотрели. Сейчас посмотрим дальше. Тогда следующий донат смотрю. Если что, будет запись, останется запись, и вы сможете еще раз посмотреть. В записи там ответ на ваши вопросы. Вот. Так, сейчас Оксану посмотрим. Донатик. Истинные отношения. Его истинные отношения. Он думает, но много думает о вас. Много думает о вас и о том, что возможно ли восстановить ваши отношения. Он об этом думает. Он как будто стоит перед выбором и постоянно об этом думает. Получится ли восстановить? То есть тут чувство еще есть. Спасибо, Олеся, вам тоже огромное. Спасибо за ваш вопрос. Удачи вам, пусть все получится. Вот. Так что, Оксана, вам
Он тут хочет восстановить с вами отношения. Так, а какого характера? Рабочего, что ли, только? Рабочего характера? Ну да. Он хочет с вами восстановить отношения, но, скорее всего, пока что рабочего характера. Не любовного характера, а больше, видите, по работе. Как вот, чтобы вы работали хорошо, чтобы двигались вместе. А чувства у него... Ой, на душе все тяжело, но он считает, что как бы, ну, как случилось, так случилось. Он сам себя обманывает, кстати, что чувства прошли. Сам себя обманывает, что чувства прошли, что он ничего не чувствует уже, все. Что все в прошлом. На самом деле, есть ли что-нибудь? Почему-то здесь не про чувства, а про то, что он вам может помогать. У него есть такая возможность. Будет ли он это делать? Будет. Здесь как будто он вам по работе может много помогать. И он будет это делать, будет вам помогать, хочет восстановить отношения, чтобы у вас были хорошие отношения, чтобы в работе было хорошо. Тут почему-то нет любовного такого, не выходит. Он тут выходит, что он сам себя обманывает, что все закончилось, но как будто не закончилось. Но пока что он тут не будет проявляться. Он насчет чувств, он холодный, он решил, что все, хватит. Но по работе по работе серьезных отношений не хочет ли он? Хочет. Он тут как бы ушел в тишину, он взял время подумать. Он, знаете как, он хочет с вами общаться, продолжать, и там он будет думать, как бы вот. Взял время подумать. Потому что ему с вами приятно общаться, он не может от вас отказаться. Но вот на серьезные... Не, на серьезных отношениях тут не показывают. Он в итоге выберет все-таки не вас. Он не выберет быть с вами вместе, серьезных отношений. Ну, он так решил, видите, он так решил, как бы, вот, я так решил. Да, он решил, что нет. Серьезных отношений с вами нет. Таких вот нет. Он вот как-то так вот. Нет, не серьезных нет. Флиртовать он не будет, как раньше, приятных слов о любви говорить не будет. Да, вы тут как бы будете... Вы куда-то можете, кстати, поехать. Как будто ваша энергетика изменится, ваша энергия после поездки. Вот вам надо куда-то поехать. Я не знаю, почему выпадает, поехать надо. Потому что он вас будет держать. Вы так и будете вот в таком положении, как будто вот вы ждете, непонятно чего. И как бы вот тут тоже вот его слова, будто он флирт, ну тут ничего такого серьезного вообще абсолютно. Но вот после поездки какой-то, вот у вас будет какая-то поездка, вы будете думать, ехать, не ехать, и вот в поездке изменится ваша энергия. Изменится энергия на другую. И потом вообще на такую вы наполнитесь, как будто вы поменяетесь. Как будто вы поменяетесь. Ну, может ли что-то с ним сложиться? С ним, смотрите, с ним ничего такого, что вам бы понравилось. Это как человек уходит, плохо, скучаю. Человек приходит, возвращается, опа, все хорошо, вроде бы вместе. Опять человек уходит, приходит, уходит, приходит, вот это вот. Ну, как бы постоянства с ним не будет, вообще не будет постоянства. Вам это не понравится. Вам не понравится это. Ну, такое будущее вот ждет, если хотите, да. Как и раньше было, как и раньше. То хорошо, то вообще ничего не понятно. Муть какая-то. То хорошо, то опять какая-то вообще. Ну, вот так вот будет. Ну, вот с ним так будет, с ним так. Так, что тут такое?
Вы как будто не готовы пока что ли принять мужчину для серьезных отношений, для судьбы. Как будто, да, вам не нужны, да, вам не нужны такие отношения, когда вот чисто интим или что-то несерьезное, вам нужны больше, кто-то по судьбе вам должен прийти. Ну, тут нужно подождать. Придет человек по судьбе, который вам стабильный, да, который надежный, с ним можно будет построить семью, но чуть попозже. Вы пока закрываетесь от таких ловеласов, которые лишь бы погулять, правильно делаете? Ну как бы, ну вот. Знаете, вы можете встретить своего будущего мужчину для серьезных отношений на корпоративе, на какой-то встрече друзей, когда вы с друзьями будете встречаться, может быть, если какие-то встречи с друзьями, посиделки какие-то, отмечать что-то будете, то и езжайте туда, встречи, или какие-то семейные, если будут у вас встречи, мероприятия, тоже езжайте, как будто вы можете вот там вот встретить, или в поездке, или вот на самом мероприятии. Дружеские встречи с друзьями, по работе, с коллегами, когда будете что-то отмечать, как будто какой-то на каком-то празднике, что-то такое вот может быть. Вот. Так, сейчас подсказку на ваш вопрос. Подсказка. Смотрите, будьте осторожны и внимательны во всех делах. Такая вам подсказка. Аккуратно, осторожно, внимательны. Такая подсказка. Спасибо за ваш вопрос. Благодарю вас, тоже благодарю. Так, теперь кому еще нужны? Так, донаты сейчас проверяю. Все, на донаты все ответила. Если будут донаты, напишите, потому что не приходит оповещение. Так, все, подсказки всем дали, на донаты ответили. Теперь будем заканчивать. Общие расклады тоже уже были. 2 штуки аж. Давайте буду заканчивать. Приходите в следующую субботу. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы эфиры не пропустить. И в следующую субботу с вами встретимся. Вот. Подсказки бесплатные, вопросы у нас за донаты. Так что всех благ вам. И вам тоже всех благ. Классной недели. Всех обнимаю, целую. Пусть у вас все будет хорошо. Все, буду заканчивать. Хорошо? Пока. Пока.